И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня будет немного необычный для вас ролик, так как он в целом обрисовывает странность происходящего сейчас с CS2. Затронем тему будущей ВАК-волны, поговорим о странных решениях от Valve и чуточку уделим время последнему обновлению. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Не знаешь, чем занять себя в первый месяц весны? Самое время испытать удачу и попытаться выбить классный скин на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или же всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, ты в шоколаде. Но если тебе не понравился скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, предлагаю начать с последнего обновления, у которого не было официального списка изменений и которое немного попахивает ленью разработчиков. Дело в том, что они удалили в меню настройках опцию, где вы могли выбрать способ нанесения граффити, быстрый или нет. Прикол заключается в том, что с переходом игры на Source 2 изначально работал лишь один вариант, и это был быстрый. Но вместо того, чтобы фиксить это дело, они решили попросту не заморачиваться и удалить саму настройку. И это, кстати, не впервые. Ранее они уже удаляли одну из настроек графики в игре, сославшись на то, что теперь это работает немного иначе, и смысла в этом дополнительном пункте нету. Вот так вот, ребята, сейчас обстоят дела. Да, это какие-то мелочи, которые особо-то и незначительны для обычных игроков, но как минимум выглядит это очень странно. Прям как то обновление, где они показали, что вот, смотрите, теперь иконка молнии в киллфиде есть. Это главная приколюха данной функции, которую мы решили убрать спустя 2 дня из киллфида и оставить просто так в таблице игроков и в вашем профиле. Теперь это не так круто, но мы же оставили. Короче, как вы поняли, очень странная хрень творится в последнее время. Взять хотя бы очень странное желание разработчиков задушить фермеров и трейдеров в игре. Данная эпопея началась еще с прошлого года перед самим релизом бета-теста CS2. На фоне уже тогда читеры в этой бренной игре распоясались. Но вектор интересов у разработчиков все равно сводился к идее как-то ограничить что фермеров, да и трейдеров вместе взятых. Естественно, они смогли выжить, находили обходные пути и так далее. Но тут, начиная с февраля уже этого года, ситуация с читерами выходит просто за какие-то немыслимые рамки. Что я даже ловлю порой вьетнамские флешбеки 2017 года с хэштегом FixCSGO. Но сегодняшняя ситуация просто переплюнула все. Разработчики перед вашими глазами унижают и мешают играть честным игрокам. Понятное дело, что есть Faceit, у которого с этим особо проблем нет. Но черт, хочется взять, установить игру и начать наконец-таки играть, а не скачивать какую-то стороннюю дичь в надежде на нормальную игру. Это как-то неправильно, не круто, что ли. И вы думаете, Valve как-то отреагировала? Нет. Но зато стоило провести какую-то стрёмную акцию на мейджоре от какого-то сайта с рулетками. Кто не в курсе, там на сцену пытались выбежать и сорвать матч. Так что вы? Реакция последовала незамедлительно. Valve ввели новый прикол, что появившийся в вашем инвентаре предмет CS2 сторонние пользователи Steam не могут увидеть в течение 10 дней. А значит, и через API данные не получить. А значит, начнутся проблемы у сайтов, которые это используют, будь то рулетки, кейсики или просто сайты по выводу средств. По итогу-то да, проблема была, но решение все же нашлось, и они до сих пор работают в штатном режиме. Зато кое-что осталось после этого нововведения. Невозможность отследить ваш скин, на который вас заскамили. Здорово, просто здорово. Но давайте вернемся к читерам. Как вы могли уже догадаться, понятно,
понятное дело, что просто так веселье продолжаться не может. А значит, должна прийти показательная порка в виде вак-волны, где, возможно, заденет и честных игроков. Но, понимаете, проблему это не решит. И прежде чем я обрисую вам ситуацию почему, хочу обезопасить немного себя. Сразу скажу, что в вопросах системы вак могут быть полностью осведомлены лишь читеры или создатели читов, которые с этим говном возятся долгое время. Считайте их дата-майнерами по вопросу вак-системы. Я лишь в свою очередь могу высказать свое мнение данной ситуации, и вы не поверите, я буду это говорить впервые прямо, без каких-либо своих влажных фантазий и надежд. И мое мнение заключается в том, что вак-защита полная параша, и ею переставать не стало. Спокойно играть 2 года назад мы могли лишь благодаря 2 картонкам, которые перекрывали уродливого сына в семье. Это фактор доверия и патруль. Фактор доверия разделял честных игроков от нечестных, как вы поняли. Ну а патруль хоть как-то выдавал динамику банов в игре. Да, это не панацея, но с горем пополам это хоть как-то работало. Ну и конечно же некоторые триггеры в серверной части, которые реагировали на прям уж аномальное поведение в игре. Но вы сами понимаете, не все читеры врубают бешеную скорость на спиннере и в основном играют втихую. И я повторюсь еще раз, это мое мнение, а не прямая какая-то там действительность. Ну а основываюсь я на том, что защита должна работать и без условности фактора доверия, который разделяет игроков. Да, идея безусловно шикарная. Позволить и тем играть, но врозь. Но всегда же находятся и обходные пути, поэтому это до конца работать не будет. Ну а добиванием для меня стало то, что при анализе всех вак-волн, которые были начиная от 2017 года, происходили не автоматически, и не система сама их там каким-то чудесным образом определяла, а все делалось вручную сотрудниками Valve. Запускали алгоритм с учетом каких-то сигнатур и все. Ну а самый яркий пример этому это, пожалуй, Skin Changer, где такое ощущение, что Valve просто надоело, и они решили, в жопу, давай их забаним. И все, их забанили. Но вы знаете, при всей этой параше, что происходит сейчас с CS2, я какого-то хрена все равно теплюсь надеждой, что они каким-то чудесным образом все поправят и все починят. И, пожалуйста, не путайте веру с надеждой. Это разные вещи. Просто, наверное, хочется как-то продолжать играть в эту игру. Игра-то сама по себе хорошая, но когда слышишь, что античит от сторонней игры детектит читы от CS2, тупо охереваешь в тихом космосе. И на этой странной, грустной ноте у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!